Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Что же вы такие люди, господа? Было ж воскресенье, а уже среда, а настрой у меня сегодня самый решительный. Все эти блоки мы шили чуть раньше, на них изучали разные способы работы. А сейчас мы их объединим в одно полотно. У лоскутниц для такого есть очень хорошее слово «сэмплер». В общем, крокодил напрасно уползает в тень. Я уже решила сумка и ремень. На все эти блоки есть отдельные мастер-классы. Как их шить, вы можете посмотреть по ссылкам в описании под видео. А сегодня не будем утяжелять видео. Сами видите, что все наши блоки разного размера. Будем сочинять продолжение каждого блока, чтобы можно было их как-то объединить. Для начала займемся блоками с аленьким цветочком. Их размер 19 на 19 сантиметров. Из синей ткани вырежем квадрат такого же размера. Сразу же нарисуем 2 диагонали. Дальше складываем 2 детали лицом к лицу, закалываем булавочками и прошиваем по периметру на швейной машинке. Когда шьем, обязательно делаем закрепки в начале и в конце каждой стороны. Девочки, я думаю, что вы со мной согласитесь, что очень важно разнообразить свою жизнь и найти себе занятие по душе. Сейчас мое новое увлечение – это рисование. Чуть раньше я записалась на бесплатный 3-дневный марафон по обучению рисованию в школе Матита. На первом уроке у меня получился очень милый котенок. На втором занятии рисовала портрет девушки. А сейчас я прохожу 3-й урок. Я раньше никогда не рисовала. Все рекомендации получила на сайте Матита совершенно бесплатно. Автор курса Егор Матита, художник-педагог с большим преподавательским стажем. Вы же понимаете, что можно быть хорошим художником, но уметь понятно и доступно научить рисовать других людей – это особый талант. Егор рисует с детства, обучался в школе искусств, закончил Московский архитектурный институт, а сейчас он основатель школы рисования «Арт Матита» в Москве, автор книги «Портреты карандашом. Техники достижения фотореализма», сертифицированный арт-терапевт. На 3-м уроке я рисовала портрет мужчины. Потом показала результат своим знакомым. Как вам? Вот если вы хотите отвлечься, успокоиться или просто расширить кругозор, то я от всей души рекомендую вам школу рисования Арт Матита. Вы можете присоединиться к его бесплатному марафону по рисованию. Ссылку я оставлю в описании под видео. Проходите, пожалуйста. Мне очень понравилось. Понравится и вам. Следующий этап работы. Немного расправляем ткани в серединке, приподнимаем их и разрезаем только синюю ткань по нарисованным диагоналям. То же самое мы проделываем и со всеми другими деталями. По этому принципу шьется блок квадрат в квадрате. Конечно же, готовые блоки тщательно проутюживаем и подравниваем. Получаются у нас заготовки размером 24 на 24 сантиметра. А дальше уже начинаем фантазировать. Наверное, надо между этими блоками
Добавить еще полоску фоновой ткани. Легко. Полоски у меня 6 сантиметров шириной. Остались от предыдущих проектов. Я свой проект шью на глазок. Вот 2 блока соединены, но их длины не хватает, чтобы можно было присоединить большую лоскутную деталь. Надставим недостающую длину полоской. Дальше 2 большие детали соединяем тоже полоской. Можно посмотреть, поиграть, какой цвет вам больше нравится. На вкус и цвет товарищей нет. У меня есть прекрасный длинный блок в виде 2 переплетенных зигзагов, но он немного коротковат. Продолжим его подходящей тканью, а потом также через полоску фоновой ткани присоединим к большой детали. Размер полотна стал уже побольше, но у нас есть еще очень интересный блок в полосочку. И нашлись еще очень интересные блоки. Также через полоски собираем их в одну длинную деталь и присоединяем к большому полотну. Вот смотрите, это я немного пофантазировала. Полотно получилось 117 на 147. Естественно, работу с ним мы еще продолжим, но мне надо немного от него отдохнуть, чтобы потом свежим взглядом или придумать продолжение, или уже перейти к завершению. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии, присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте, Одноклассниках и Дзен. Там вы можете показать свои работы, спросить совета, поделиться опытом. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!